Всем привет! Поступил на ремонт четырехтактный лодочный мотор с проблемой поступления воды в моторное масло. При приеме этого мотора нас не смутили неоригинальные наклейки на колпаке. Это нормальное явление, если мотор готовится на продажу, перекрашивается полностью, либо обновляется колпак. Здесь указано Fuel Injection, но при открытии колпака мы видим здесь карбюратор. При открытии колпака оригинальность этой Ямахи вызывает смутное сомнение. И первое, что мы делаем, ищем шильдик. Почему-то шильдик отсутствует на привычном для него месте и смещен чуть ниже. Расположен не горизонтально, а вертикально. Модель называется 9.9F. Но почему 9.9F, если это модель для двухтактного лодочного мотора, а для четырехтактной Ямахи должно быть F9.9? Не стоит ломать голову по этому поводу. Объяснение здесь очень простое. Шильдик не оригинальный. И сама Ямаха не является оригинальной. Это китайский лодочный мотор. Судя по всему, Хайди. На некоторых болтах присутствуют отметки маркером, которые ставятся на заводе Хайди при затягивании болтов. По цветам проводов, по соединениям проводов, по болтам. Опытный взгляд сразу поймет, что это китайские провода, китайские болты. Например, болты, которые на Ямахе под ключ на 12, здесь под ключ на 13. И на блоке, конечно же, отсутствуют какие-либо маркировки, которые должны быть на Ямахе. Мы можем здесь найти только номер, который пишут на китайских моторах. К сожалению, у нас сейчас в ремонте нет такого же мотора Yamaha, для того, чтобы поставить их рядом и сравнить более детально. Но даже так, при беглом взгляде, мы можем понять, что нам продают не Yamaha, а китайский мотор. Владелец приобрел этот мотор, по его словам, 5 лет назад в какой-то фирме, которая занимается продажей лодочных моторов. Мотор был продан как оригинальная Yamaha. И владелец в течение 5 лет, ничего не подозревая, был счастливым обладателем четырехтактной Ямахи. Но в последнее время стала поступать вода в масло. Мотор приехал к нам. Конечно же, мы сказали, что у вас не Ямаха. Будем снимать двигатель, искать проблему, разбираться в проблеме. И, скорее всего, даже запчасти подойдут с Ямахи. Владелец уже слил эмульсию, залил сюда свежего масла. Сейчас мы запустим мотор, проверим его и уже потом будем его разбирать. Здесь вода не только в двигателе, но еще и в редукторе. Запустили мотор, проверяем его. Давление контрольки слабоватое. А все потому, что в системе охлаждения либо отсутствует термостат, либо он совсем не работает. Он открылся и заклинил в открытом положении. Мотор холодный, не нагревается, не набирает рабочую температуру. На холостых работает в принципе устойчиво. Не работает лампочка давления масла. Пробовали эту лампочку отдельно отключать, замыкать на корпус, но она перегорела. При включении передачи мотор пытается заглохнуть, требуется чистка карбюратора. Кнопка не работает. Давление масла. Отлично. Откручиваем крышку термостата. И, как предполагалось, термостат здесь вообще отсутствует, что недопустимо.
для четырехтактного мотора. Термостат необходимо поставить. С двигателя было слито масло, но это масло не похоже на эмульсию. Возможно, присутствует небольшое количество воды, и скорее всего это просто конденсат из-за отсутствия термостата. Сейчас мы установим термостат, зальем в двигатель масло, и мотор будет работать. Мы посмотрим, поступает ли в двигатель вода, потому что если конденсат образовался из-за отсутствия термостата, смысла нет снимать двигатель и искать проблему. Будем заниматься только редуктором, потому что в редукторе 100% поступает вода. С термостатом давление контрольки увеличивается. Заменили масло в двигателе, запустили мотор, и вода в масло не поступает. Вот так теперь выглядит редуктор. Пришлось его хорошо нагреть, для того, чтобы вынуть обойму грибного вала. Редуктор разбираем для дефектовки и для замены сальников. Ни разу редуктор не разбирался до нас. Хорошо закис в морской воде. Поэтому лакокрасочное покрытие испортилось. В редукторе было черное отработанное масло вместе с водой. Но повезло, что ничего не заржавело, и до замены подшипников дело не дошло. Мы заменим только сальники. Также нужно будет заменить пружину храповика, потому что пружина уже очень ослабла. Храповик имеет большой люфт. Шлифанем втулку вертикального вала, которая раньше на китайских моторах покрывалась коррозией. Пластина основания помпы черного цвета, обычная китайская пластина, сальники коричневые, китайские, редуктор полностью китайский. Под редуктором отчетливо видно черный грунт, ничего здесь японского нет. Собрали редуктор, залили масло, почистили карбюратор, и мотор работает хорошо. Договорились с владельцем, что сейчас мы двигатель снимать не будем, отдадим владельцу, он будет
его эксплуатировать и наблюдать, будет ли поступать вода в масло. Сделали, чтобы работала лампочка давления масла. Заменили лампочку. Не все китайские моторы плохие, и они не делаются все на одном заводе в Китае. Есть моторы более качественные, а есть более экономичные, чтобы на выходе была более дешевая цена. А чтобы не купить китайский мотор под видом Ямахи, покупать нужно только у официального дилера. Но перед этим нужно удостовериться, является ли продавец официальным дилером или не является. На данный момент работу с этим лодочным мотором мы завершаем. Всем удачи, здоровья и всем пока!